Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Сегодня очередная глава нашего разговора в рамках знакомства с феноменами физики через их связь с психологией. И обратим мы свое внимание сразу на два понятия и явления. Первое – это кулоновский барьер, второе – когерентность. Начать разговор, как и обычно, имеет смысл с определений. Итак, кулоновский барьер – это потенциальный барьер, который необходимо преодолеть атомным ядром, которое заряжено положительно, для того, чтобы сблизиться друг с другом для возникновения притяжения, вызванного ядерными силами. Кулоновский барьер является следствием того, что согласно закону Кулона одноименно заряженные тела отталкиваются. И именно в результате процесса преодоления кулоновского барьера возникают новые химические элементы. И второе – это когерентность. Когерентность – это согласованность нескольких колебательных или волновых процессов во времени и пространстве, которая проявляется при их слиянии. Да, нужно заметить, что это объективно трудные для понимания категории. Однако в переводе на обычный язык суть их проста. Чтобы появилось нечто новое, должно случиться нечто поистине уникальное и невероятно редкое. А теперь давайте перейдем к психологии и поведению людей. Людям свойственно хотеть. И то, чего они хотят, представляется им достижимым просто по факту того, что они считают это возможным. Иногда это так и есть, ведь все зависит от сути желаний. Поэтому в рамках этого разговора мы исключим желания и цели, которые зависят лишь от приложения человеком определенных, но понятных по объему и времени усилий. Говоря о получении желаемого, будем иметь в виду нечто по-настоящему масштабное, например, взаимную любовь, создание семьи, рождение ребенка, излечение от опасной болезни, успешную карьеру или создание собственного бизнеса. Современный мир открытый, и поэтому вокруг есть примеры тех, у кого что-то или все это получилось. И по этой обманчивой логике люди часто проецируют чужой опыт на себя. Однако физические явления, то есть реальность, на примере кулоновского барьера или когерентности демонстрируют совершенно иное, а именно то, насколько редки и по-настоящему уникальны совпадения, насколько почти неповторимые должны сложиться обстоятельства и условия, чтобы нечто такое вот новое воплотилось. И если слушать и слышать реальность, то она говорит не о том, что раз что-то маловероятно, то не нужно пытаться. Она говорит о том, что гарантий нет. А это очень важный нюанс, потому что предлагает человеку действовать в условиях хаоса, как единственной постоянной величины. Понимание, что, например, создание пары, рождение ребенка или успешная карьера – это не само собой разумеющиеся вещи для каждого, наличие которых зависит лишь от желания их иметь и приложенных усилий, а что это явление редкого характера, и гарантий здесь меньше, чем никаких, возлагает на человека выбор – жить в иллюзиях негативного контроля, либо учиться расслабляться в потоке хаоса, получая при этом удовольствие в процессе. Увы, но слишком часто люди выбирают путь иллюзий, который ведет только к страданиям, потому что от персонального желания и даже от приложения огромных усилий редкие явления не становятся более частыми или простыми. Кулоновский барьер и когерентность – отличные примеры того, что пробовать нужно, но изначальная позиция должна основываться на интересе к процессу и поиску творческих подходов, а не на жесткой зацикленности на результатах. Восприятие жизни через призму того, как функционирует реальность, а не иллюзий, помогает предотвратить разочарование, боль, страдания и психологические проблематики. И пусть гарантии это не дает, зато увеличивает возможность внутреннего и внешнего спокойствия при любых событиях и испытаниях на жизненном пути. А на этом я буду заканчивать и напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!